Привет! Сегодня мы в бахайских садах в Акко. Кто такие бахаи и что это за религия, давайте попробуем разобраться. В 19 веке в Персии жил молодой купец Сеид Али Мухаммад. Жил себе спокойно, никого не трогал, пока на него не снизошло божественное просвещение. И он стал проповедовать пришествие Мессии. За это народ стал называть его Бабом, что означает «врата». Своими проповедями он изрядно напугал мусульманское духовенство и в скором времени был казнен. Жертвами гонений пали около 23 тысяч человек. Одним из последователей Баба был Мирза Хусейн Али Нури. Он родился в аристократической семье, ведшей свой род от правящих династий Персии и владевшей значительными богатствами и землями. За распространение учения Баба Мирза был лишен всего своего имущества и земель и заключен под стражу. Находясь в заточении, он объявил, что на него нашло божественное откровение, и он и есть тот самый Мессия, о пришествии которого говорил Баб. Так им было принято имя Бахаулла, что означает «слава Бога». Благодаря вмешательству российского посла Долгорукова, Бахаулла был освобожден из тюрьмы, но приговорен персидским правительством к изгнанию. От имени Александра II ему было предложено убежище в Российской империи, но Бахаулла от этого предложения отказался. Кстати, первый храм Бахаи был возведен в Ашхабаде. Храм серьезно пострадал при землетрясении в 1948 году и был снесен в 1963 году. Вернемся к Бахаулла. Он был сослан в Константинополь, затем в Адрианополь, где пробыл 5 лет, а впоследствии приговорен к пожизненному заключению в городе-тюрьме Акко, где мы сейчас и находимся. Конечно, это не тот Акко, который был 150 лет назад. И садов этих не было, и дом, в котором жила семья Бахауллы, конечно, отреставрирован. Вот мы его сейчас, кстати, видим, но, к сожалению, он закрыт для посещений. Кстати, в прошлом году в Акко началось строительство храмового комплекса, куда будет перенесен прах Абдул-Баха, старшего сына Бахауллы, который продолжил дело отца и после смерти получил статус святого. В настоящее время в мире насчитывается около 5 миллионов бахаи. У бахаи нет священников, каждый верующий постигает истину самостоятельно. На поддержание садов и храмов каждый бахаи отчисляет 19% от своего дохода. Бахаи не принимают пожертвования. Деньги отчисляются только самими верующими. В чем же заключается вера Бахаи? Главная тема учения Бахауллы – единство. Он говорил, что Бог един, что человечество – единый народ, призванный жить в мире и согласии. Бахаи выступают за сплочение наций во всемирное сообщество, сохраняя при этом культурное разнообразие. В соответствии с учением Бахауллы, каждый человек должен заниматься самообразованием, стремиться к постижению духовных истин и гармонии с природой. Можно сказать, что религия Бахаи – это первая серьезная попытка объединить всех людей, независимо от цвета кожи, социального статуса и вероисповедания. Главной мыслью учения является идея о том, что люди сами разделили себя, дав разное имя Богу и придумав ритуалы служения Ему. На самом деле Господь един для всех людей, и вера в Него должна объединять, а не разъединять. Религия Бахаи выступает за равенство людей во всех проявлениях, стирание государственных границ и объединение всех религий. Глобальная идея бахаистов
создание общепланетной конфедерации с единым правительством. Как вам такая идея? Сады Бахаев символизируют совершенство и гармонию. Здесь царит тишина, нарушаемая лишь легким шуршанием гравия.